Приветствую вас, друзья! У нас прогноз на первую половину сентября для знака зодиака Дева. Мы посмотрим сферу работы, карьеры, бизнеса, финансов, также отношения для тех, кто состоит, и для тех, кто в поиске любви. Получим совет от оракула. Да, еще у нас будет маятник. Так, это ваша карта выпала. Еще у нас будет маятник, ответ на вопрос «да» или «нет». Подумайте, что вас волнует. Вопрос, желание, что-то еще. И мы получим ответ на ваш вопрос, да или нет. Дева, первая половина сентября. Что вас ждет? Тут выпала ваша карта, что у меня все валится. Ух, какая парочка-то у нас красивая. Королева Пентаклей и Король Жезлов. Так, ну я эти карты сейчас положу, потому что я не знаю, в какой это сфере. Я их учту. Ваша карта. Какое-то, может быть, у вас важное дело или отношения здесь могут быть. Сейчас мы посмотрим. Так, что у вас будет происходить в начале сентября? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта, у кого не есть. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость. Что у вас? И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что у вас будет происходить в конце этих 15 дней? Совет или предупреждение от Таро. Да, мощные у вас карты. Так, на дне колоды у нас 8 жезлов. Тут может дорога отправиться. Кто-то в отпуск поедет, кто-то может быть в командировку. Кто-то будет менять место жительства, может быть переезжать. Но это переезд может быть в рамках того, где вы живете, траты на какую-то поездку, путешествие. Или же здесь получаете какие-то новости, документы, то, что вы ждали, и отправляетесь в дорогу. А также это может быть переезд и в другую страну для кого-то. Туз Пентаклей. 8. 8 – это продвижение в той ситуации, в которой, может быть, все остановилось. Это улучшение. Это какие-то новости, которые вам открывают какие-то новые пути, возможности. Это может быть получение работы, денежные какие-то, может быть, переводы. Может быть, вы деньги откуда-то ждали. Может быть, вот как раз из-за границы. То есть это какие-то события, причем неожиданные, которые могут застать вас врасплох. Но, как правило, это что-то хорошее. Так, давайте посмотрим еще Ленорман. Сюрприз, неожиданность Девы. Первая половина сентября. Ну, тут в первую очередь, конечно, перемены могут быть в работе, какое-то заключение какого-то контракта, договора. Это вот прям, вы знаете, эту удачу надо за хвост поймать. Потому что клевер – это всегда удачный шанс, это разрешение трудностей. Но кольцо – это может быть предложение руки и сердца, перемены в любви. А также это может быть какое-то соглашение, контракт. Это может быть решение вопросов там, с недвижимостью, например. Может быть, вы что-то купите очень удачно и переедете на новое место жительства. Да, еще здесь совет у нас звезда. Конечно, это еще может быть составление брачного договора, да, может быть, хотя вот здесь вот как такового брака я здесь не увидела. Да, здесь есть какое-то предложение, но тут еще что-то с детьми.
Да еще у нас семерка ложится в начале. Давайте мы ее сразу уточним. Семерка может показывать, что вы будете в начале сентября продумывать какую-то стратегию, план для решения вопроса. Иногда она говорит, что впрямую мы не можем что-то решить. Нам нужно искать какие-то окольные пути, как нам добиться желаемого. Но также это может быть и столкнуться с мошенничеством. Против вас может кто-то какие-то нечестные методы, какие-то интриги, наговоры. За спиной вот какая-то возня. Ну, давайте мы эту семерку уточним. Потому что все-таки семерка это обман. Да, вам нужно быть начеку в начале сентября. Девятка это защита. Это защита, это проявлять осторожность, внимательность. Вот здесь что карта говорит? Человек ранен. У него за спиной дерево. А ранен он потому, что ему кто-то нанес удар в спину, тот, кому он доверял. Тут карта просто говорит, если вас уже кто-то обманывал, не знаю, может быть, человек у вас взял в долг, не отдал. Или, ну, тут может быть все что угодно. Да, не буду я тут придумывать. То есть вот здесь учтите свои старые ошибки. То есть уже не доверяйте этому человеку. Вы понимаете, что он вас опять обманет. Он, она. Но еще это защита своего места, своих интересов. Вот от каких-то людей, которые действуют не самыми честными методами. Это держать оборону. Это отстаивать свое. Как бы вот здесь карты все хорошие. Я не знаю, может быть, это какой-то вопрос придет еще из августа. Ну, вы от чего-то откажетесь. Тут кто-то может уйти с работы и начать свой бизнес. Плюнете вы на эти интриги и скажете, да уже не надоело мне обороняться, отбиваться от кого-то. Может быть, это начальник ведет как-то себя нечестно. Может быть, коллеги, какой-то коллективчик поганенький. Здесь вы от чего-то уйдете, откажетесь. Да, это может касаться работы, бизнеса, отношений с кем-то. Может быть, человек вас несколько раз предавал, и вы просто этого человека уберете в своей жизни. Конечно, это может касаться и отношений. Но я говорю, здесь нигде я больше не вижу этого. Потому что для тех, кто работает, здесь может быть удачное заключение контракта. Это заняться чем-то своим. Это что-то связано с творчеством, с тем, что вы умеете делать, но вы еще это и любите. Мы сейчас еще император уточним. Здесь кто-то познакомится. Может быть, семерка говорит, познакомитесь, человек будет что-то скрывать. По императору это может быть человек не свободен. Так, ну давайте мы тогда посмотрим для тех, кто... Оставлю я пока. У нас там король жезлов выпадал. И королева пентаклей. Королева пентаклей может говорить о том, что вы займете хорошее положение. Ваше материальное положение будет улучшаться. Вас может ожидать какие-то заманчивые предложения. Вот начать что-то на себя, может быть, работать. Может быть, это получение финансовой помощи от кого-то для реализации задуманного на каких-то ваших проектов. Ну, мы сейчас дойдем до работы. Хорошо. Для тех, кто в отношениях в браке, здесь ложится паж жезлов, это решать вопросы детей. Сейчас они у нас идут в школу. Может быть, это какие-то секции, кружки, все нужно будет с ребенком поездить, оформить, может быть, оплатить. Но и в то же время, смотрите, здесь паж, а в деньгах у нас рыцарь. Это может быть проекты, связанные с домом. Это может быть ремонт, строительство, там, дома, ремонт в квартире. Это что-то, на что вы будете тратиться. Здесь вы еще их продумываете, может быть, в начале сентября, а потом вы это начнете уже реализовывать. Ну, давайте мы уточним. Может быть, у кого-то малыш родился, и вам тесно. Тесно, да. Малыш родился, и вам тесно. И вы будете здесь продумывать, как вам расширить ваше жилье. У вас здесь может подвернуться очень удачное предложение. Улучшить, вот аисты, переехать. Может быть, кто-то вот куда-то будет уезжать, будет гореть, да, и скинет какую-то недвижимость по очень приемлемой для вас цене. Вот одержать победу. Я бы сказала, у кого-то может быть и зачатие,
Все-таки аисты иногда нам говорят о детишках. Восьмерка может говорить об ограничениях здоровья. Здесь одержать победу над болезнью. Но еще добиться желаемого. Ну, кто-то, может быть, получит предложение руки и сердца. Как-то я этих карт особо здесь не увидела. Но все-таки здесь есть у нас составление брачного договора, предложение, да, кольцо, которое ведет к переменам. Но еще у нас клевер говорит о исполнении вашего желания. Но у кого желания какие тут были, в любом случае вы одержите победу, да, ваше желание исполнится. У кого-то это может быть что-то связано с недвижимостью, с домами. Вот ищите, если вы хотите улучшить свои жилищные условия, вот какой-то может удачный шанс подвернуться, поэтому действуйте. Есть шанс. Вот у нас деньги, это же может быть еще и переезд, смена места жительства. Да, вот. Какие-то заключения договоров. Может быть, вы еще сомневаться будете. Вот покупка недвижимости. Туз пентаклей. Тут самое главное, убирайте вот эти сомнения. Можете вы очень хороший контракт заключить. Хорошо, для тех, кто в поиске. Ну, давайте мы этого императора уточним. Да, для женщин. Тут у нас император, императрица. Для женщин здесь в вашу жизнь может войти император. Это человек ответственный. Человек настроен уже на серьезные отношения. Ну, а мужчины сами берут ответственность за свою жизнь. Может быть, реально в вашу жизнь войдет женщина, с которой вам захочется создать крепкую семью. Давайте мы на императора одну карту положим. Да, здесь любовь. Тут признание, приглашение на свидание, тут чувства. Да. Поэтому знакомьтесь, влюбляйтесь, общайтесь. Вас ждет любовь, вас ждет чувство. Потому что рыцарь — это начало новой любви. И по императору отношения будут очень серьезные. Хорошо, для тех, кто работает, я уже тут про вас сказала, тут что-то новое начало. Скорее всего, вы уйдете со старой работы и начнете реализовываться. Потому что у нас императрица, как правило, это хозяйка бизнеса, это процветание, рост, развитие. Это вот женщина, да, вынашивает какую-то идею, замысел, то, что она хочет воплотить. Ну, тут не обязательно женщина, может быть и мужчина. Да. Просто карта говорит, что вот в эти 15 дней у вас, не знаю, может быть, договор вы с кем-то заключите. У вас появится вот эта возможность реализовать то, что вы хотели. Да, работать придется, вкладываться и силы, и усилия, но и результат вас порадует. Но тут может быть работа на себя. Или, может быть, с кем-то вот по кольцу, может быть, какое-то бизнес-партнерство. Давайте мы уточним для тех, кто в поиске работы. Здесь ложится старший аркан Верховной Жрицы. Как правило, это карта ожидания. Ожидания и тайны. То есть, может быть, вы ждете от кого-то приглашения, и пока непонятно, дождетесь вы этого приглашения, нет. Но если вы, например, ждали предложения о работе, то здесь, конечно, идут перемены. Но по этим картам вам нужно предпринимать действия, вот активность проявить, да, по рыцарю. Или, может быть, кто-то сидит, ждет приглашения вот куда-то уехать на заработки, может быть, другой город, другая страна. Да, вот какой-то договор вы получите. Ну, давайте мы жрицу уточним. Ну, переезд тут или переезд, поездка, или это получение новой работы. Да. Здесь у вас с мертвой точки сдвигается. Ну вот восьмерка, я говорю, тут или получение приглашения, или какие-то радостные новости, или нахождение новой работы. Но так как у нас в деньгах все-таки лег рыцарь, может быть, здесь карта говорит и по колеснице, может быть, работа будет связана с какими-то поездками, переездами. Может быть, это доставка, логистика, такси, может быть, для кого-то. Или нужно будет куда-то уезжать. Потому что траты здесь в деньгах — это траты на какие-то дороги. Не знаю, может быть, кто-то купит машину, ну, как вариант, да, и начнете зарабатывать на своей машине. Хорошо, в конце этих 15 дней у вас ложится король мечей.
Может быть, карта показывает, что вам нужно будет принимать какое-то важное решение. Может быть, вам нужно будет с кем-то урегулировать какие-то споры, может быть, конфликты. Тут или избавиться от какой-то проблемы, или принять какое-то важное для вас решение. Но так как это не ваша масть, может быть, вам нужно будет обратиться к специалисту. Как правило, король мечей — это специалист высокого уровня. Это может быть юрист, для кого-то может быть врач, преподаватель, может быть какой-то властный человек, который обладает вот властью, да, вот, то есть он наделен какими-то полномочиями. Еще карта может говорить о подписании договоров, контрактов, может быть для кого-то о сдаче экзаменов, или это разработка каких-то планов, проектов, замыслов, но с холодной головой. Да? Вот у нас король мечей — это человек, который не попадает под эмоции. Ну, давайте мы одну карту на него достанем. Вот он у нас, этот король жезлов. Король жезлов. Здесь это может касаться отношений. У женщин здесь может быть выбор между двух королей. Здесь один король, может быть, увиливал от принятия ответственности, может быть, тянул, не решал вопрос, то есть не делал предложения, может быть, не разводился. Ну, тут все что угодно может быть. Девятка — это вот наступать на одни и те же грабли. То есть человек обещает, и опять все схлопывается. Здесь кто-то из женщин будет уходить из одних отношений, потому что вы разочаровались в этом человеке. Но, а еще этот толчок может сделать то, что в вашей жизни появился другой король жезлов. У нас выпала королева пентаклей и король жезлов. Это пара. Вот здесь в вашу жизнь идет новый человек, с которым у вас будет очень крепкий союз, и этот человек внесет в вашу жизнь перемены. Я вот думала, к чему у нас выпал король жезлов. А здесь вот два человека. То есть тут выбор. Для мужчин здесь может быть помощь от каких-то специалистов. Это может быть и по работе, может быть еще... Вот король жезлов — это предприниматель, совет, поддержка. А король мечей — это может быть, вот как я говорила, с каким-то юристом проконсультироваться. Может быть здесь предложение о бизнес-партнерстве. Но для того, чтобы его создать, в конце 15 дней, вот начать какой-то, может быть, совместный проект, вам нужно официально все это задокументировать. Ну, составить трудовой договор или договор о соглашении, партнерстве. Десятка — это завершение какого-то сложного процесса. Ну, это может быть окончание одних отношений по десятке, когда как бы и отношения были, и в то же время вы чувствовали, для женщины я сейчас говорю, вы чувствовали себя в этих отношениях в одиночестве, со своими проблемами, трудностями. То есть это одиночество вдвоем. А для мужчин может быть здесь, вот как я сказала, помощь от людей, которые помогут вам справиться с каким-то вопросом, может быть, с работой, там, где у вас еще мало опыта и знаний. То есть вы начинаете, например, новый проект. Но у вас там не хватает ни опыта, ни знаний, есть только желание и ваши руки. Вот здесь вот два человека помогут вам как бы вот разгрузить вас. То есть какие-то ваши вопросы они решат. Да, и в совет у нас ложится звезда. Звезда — это всегда надежды. Ну, в первую очередь карта вам советует поверить в свои силы, настраиваться на позитив, что у вас все получится. Причем вот здесь карта говорит: ставьте перед собой самые высокие цели. И вы обязательно их реализуете, но настраивайтесь на оптимизм. Но у нас еще звезда всегда приходит после башни. То есть вот башня — это что-то разрушилось, а звезда — это появилось новое начало, новое направление. И даже если вот эта цель будет казаться вам несбыточной, все равно настраивайтесь на то, что у вас все получится.
Но опять вот звезда и императрица — это реализация в творчестве. И по звезде все трудности, все проблемы, может быть, вот в связи с новым началом, вам все будет даваться очень легко. Да. Хорошо, давайте мы посмотрим ответ на вопрос. Ой, нет, подождите, я еще не достала вам оракул Луны. Так, совет для дев. Первая половина сентября. Что нам скажет оракул Луны? Фир. Фир — это страх. Ну вот я говорю, надежды, оптимизм. А страх — это... А вдруг у меня не получится? Вам говорят, сейчас для вас настало время для мужества. Мы должны знать, что страхи, они всегда блокируют наше продвижение. Они нам мешают. И, как правило, страх полезен только тогда, когда он нас чему-то учит. И вам нужно вот с этими страхами разобраться. Да. Самое главное, постарайтесь, чтобы они не управляли вами. Так, хорошо, Дева. Давайте посмотрим ответ на ваш вопрос. Да или нет. Так, что нам скажет Маятник? Маятник, ответь, пожалуйста, на вопрос представителям знака зодиака Дева на первую половину сентября. Какой ответ, да или нет? На их вопрос. Ответ да. Так что у вас все получится. Настраивайтесь на удачу. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание, за лайки, за комментарии. Всего вам хорошего.